Маленький комочек счастья прятался в кустах, и его тело дрожало с бешеной скоростью. Он оказался брошенным и никому не нужным. Очень хотелось есть, и было безумно страшно. Мимо его укрытия была расположена трасса, по которой ездили автомобили. Их звук пугал малыша, и тому казалось, что сейчас его крошечная жизнь оборвется. Но судьба этого котенка распорядилась иначе. Геннадий понял, что пора вставать, как только робкие лучи солнца прониклись сквозь свободно задернутые шторы. Несмотря на то, что это был его выходной, мужчина решил быть продуктивным, а не лежать в постели до полудня. Он хотел пойти в хозяйственный магазин, чтобы купить строительный материал для ремонта своего захудалого дома. Гене было 35 лет, он жил один, но за его плечами уже был неудачный брак. Мужчина был очень добрым и положительным человеком и на все свои неудачи смотрел с улыбкой на устах. Его брак с Дианой был обречен на провал с самого начала, но это стало ясно только через 5 лет их совместной жизни. Целью и желания молодых людей оказались слишком разными, чтобы они могли вместе обрести семейное счастье. Генка мечтал иметь детей, в то время как все, чего хотела Диана, это жить богатой жизнью и чтобы супруг удовлетворял все ее капризы. Именно Диана инициировала развод, когда полностью разочаровалась в жизни своего мужа, дворника. Гена не мог обеспечить ее большими деньгами, потому что жили от зарплаты до зарплаты. Поскольку у пары не было детей и большого имущества, которое можно было бы разделить, развод был относительно безболезненным. Оставшись холостым и беззаботным, мужчина направил всю свою энергию на работу, чтобы отвлечь себя от грустных мыслей и чувства одиночества. И теперь, вместо того, чтобы бесцельно сидеть перед телевизором в выходной день, Геннадий решил продуктивно использовать это свободное время. Хозяйственный магазин был расположен примерно в километре от дома мужчины, и небольшая прогулка утром была как раз подходящей для него. Внезапно внимание мужчины привлек слабый жалобный звук. Сначала Гена подумал, что это идет из соседнего магазина, где подростки, может быть, включили видео на телефоне. Но, прислушавшись внимательнее, он понял, что этот тихий писк исходит от аккуратно подстриженных кустов сирени. Генка нагнулся и осторожно раздвинул ветки. Чей-то маленький мокрый носик тут же коснулся его руки. «Ух ты! Так это же котенок!» — воскликнул мужчина, вытаскивая дрожащее животное из кустов. Котенок сжался в комочек. Шерстка свалялась от грязи и дождя. Он смотрел на Гену своими блестящими, перепуганными глазами, в которых отражался мир. Огромный, холодный и опасный. «Ты, наверное, голодный, малыш. Пойдем домой, я тебя накормлю», — прошептал Генка, сразу меняя свои планы. По дороге домой мужчина купил котенку молока и немного корма. Геннадий засунул малыша внутрь куртки, и они быстро направились в сторону дома. По пути крошка согрелась, прижалась к груди человека и заснула, чувствуя тепло и ритм его сердца. Дома Гена взял старую куртку и сделал из нее мягкую подстилку, а потом поставил миску с молоком. Учуяв запах, котенок проснулся, подошел и жадно начал лакать молоко. Он ел с таким аппетитом, что Геннадий не смог сдержать улыбки. «Вот теперь другое дело», — сказал он. Котенок мяукнул, словно соглашаясь. «Пора тебе искупаться», — добавил Гена. Теплая вода смыла всю грязь, и вскоре перед мужчиной сидел пушистый серый комочек, похожий на облачко. «Будешь пушком», — решил Геннадий, оборачивая котенка в полотенце. Появление котенка в жизни одинокого мужчины изменило его в лучшую сторону. Теперь Гена спешил домой после работы, чтобы поиграть с пушком и накормить его. Котенок бегал за ним по дому, карабкался на диван, а иногда засыпал прямо у него на коленях. Пушок рос быстро, стал ловким, умным и красивым котом. Он всегда чувствовал настроение хозяина. Если Геннадий грустил, кот ложился рядом и тихо мурлыкал. Благодаря этому в доме снова появилось ощущение тепла и жизни. Соседи часто улыбались, видя Гену с котом на руках. Тот выглядел по-настоящему счастливым. Но однажды все изменилось. В тот роковой день шел сильный дождь, и Геннадий решил поехать на работу на машине. Пушок заметно волновался. Он ходил за хозяином по пятам, мяукал и не давал выйти из дома. «Что ты, Пушок, удивился Гена. «Я скоро вернусь. Нужно забрать бумаги», — сказал он, поглаживая кота по голове. Но кошки чувствуют то, чего человек не может. Когда машина выехала со двора,
Пушок вскочил на подоконник и начал громко мяукать, словно предупреждая об опасности. К сожалению, предчувствие оказалось верным. На мокрой дороге Гена не справился с управлением. Навстречу выехал грузовик. И, избегая столкновения, его старенький «Форд» съехал в кювет и перевернулся. Когда приехали спасатели, они едва поверили, что кто-то мог выжить. Но Геннадий дышал. Его срочно доставили в больницу и подключили к аппаратам. Дома Пушок ждал. День, два, три. Хозяин не возвращался. Кот ел корм из открытого мешка, пил из миски, но чаще просто сидел у двери. Соседи слышали его жалобное мяуканье и решили навестить Гену, но, не найдя его, стали подкармливать кота. А тем временем Геннадий лежал в реанимации без сознания. Врачи не знали, придет ли он в себя. В отделении начались разговоры о том, что нужно освобождать койку. Только одна медсестра, Марина, была против. Она ухаживала за Геной с самого начала и не могла смириться с мыслью, что жизнь молодого мужчины вот так оборвется. Она видела в нем человека, который заслуживает второй шанс. И именно в тот момент, когда вопрос об отключении уже решался, Пушок внезапно почувствовал тревогу. Он вскочил, пробежал по комнате, мяукнул и выскочил на улицу под дождь. Никто не понимал, куда он бежит. Но кот, будто ведомый невидимой силой, нашел дорогу к больнице. Люди удивлялись, видя, как мокрый кот мчится через двор и прыгает к дверям приемного отделения. В тот момент, когда врачи готовились отключить аппараты, по коридору раздалось громкое мяуканье. Все обернулись. Марина первой заметила кота. «Это же его питомец!» – прошептала она. Пушок вскочил на кровать, прижался к руке хозяина и тихо замурлыкал. В палате воцарилась тишина. И вдруг мониторы, которые минуту назад показывали ровную линию, начали подавать сигналы. Сердце Геннадия снова билось. «Посмотрите! Он просыпается!» — воскликнул кто-то из врачей. Ресницы Гены дрогнули, он медленно открыл глаза. «Мне приснился странный сон», — прошептал он. «Я шел по темному коридору и слышал, как кто-то зовет меня. А потом я увидел Пушка. Он привел меня обратно. У всех присутствующих навернулись слезы. Марина стояла рядом, улыбаясь сквозь них. Пушок мурлыкал громче, касаясь мордочкой руки хозяина. Так кот спас жизнь человеку. Через неделю Геннадий уже мог ходить. Его выписали, а Марина навещала его каждый день, помогая с реабилитацией. Со временем между ними зародилось теплое чувство. Пушок был счастлив. Теперь у него было два человека, которые его любили. Гена часто говорил: «Вот видишь, Пушок, если бы не ты, меня бы не было». А кот отвечал своим тихим мурчанием, словно подтверждая, что любовь животного сильнее любой беды. Животные помнят добро, и когда приходит время, они обязательно возвращают его сторицей.